Привет, друзья! Вот уже 2 года, как я с семьей перебрались в небольшое испанское село в горах, недалеко от Франции. И сегодня я хочу рассказать, как я здесь обустраивался и какие в целом впечатления у меня об этом месте. А также я расскажу, что здесь делают с горящими быками. Несколько слов о нашем городке. Биескас – небольшой туристический городок, расположенный в горах недалеко от Франции, в провинции Уэска, на высоте примерно 900 метров над уровнем моря. По официальным данным, здесь проживает 1500 человек, но по ощущениям их раза так в 3 меньше. Это очень живописное место, рядом с которым есть горы, реки, горные озера, водопады, туристические маршруты и велосипедные трассы. Ну и, конечно же, горнолыжные курорты. Жители здесь очень добрые и приветливые, и они очень нам помогли, когда мы только сюда приехали. Также, живя здесь, создается впечатление, что здесь одни спортсмены. Летом здесь полно велосипедистов, бегунов, скалолазов, пеших туристов, а зимой здесь все заполоняют любители зимних видов спорта. Правда, эти спортсмены не против в обед пропустить стаканчик другой пива или вина, а вечером повторить. Поэтому бары здесь постоянно забиты. В принципе, в этом городке есть все для спокойной и уединенной жизни в гармонии с природой. Но без своего автомобиля здесь не обойтись, так как автобусы сюда ходят всего 2 раза в день. Но не отдыхать я сюда приехал, а развивать свой бизнес, хотя уже и удаленно. Первая трудность, с которой я столкнулся, это отсутствие какого-либо интернета в квартире. Поскольку жилье, которое мы арендуем, расположено между склоном небольшой горы и другим большим домом, то мобильный интернет у нас очень плохо ловит. И пока я ждал подключения нормального домашнего интернета, мне приходилось или высовывать телефон в окно, чтобы поймать хотя бы немного мобильного интернета и раздать его по другим устройствам, или брать ноутбук и идти куда-то, где есть связь. Кстати, интересно, что на открытой местности здесь есть интернет порой в самых неожиданных и отдаленных местах. Для тех, кто никогда не был в Испании или не пытался здесь решить какие-нибудь вопросы, отмечу, что в Испании все делается очень долго. Постоянные сиесты, фиесты, любовь испанцев поболтать на какие-то отстраненные темы приводят к образованию очередей и ожидания там, где их в принципе не может быть. И вот спустя несколько недель у меня дома появился нормальный 500 мегабитный интернет. Моей радости просто не было предела. Поскольку наш переезд был весьма спонтанным, то все, что у меня с собой было, это MacBook и мой рабочий блокнот. Кстати, кто не видел обзор моего нового рабочего места, он где-то будет вот здесь в рекомендациях. Поработав некоторое время, где попадется свободное место, я понял, что мне надо срочно покупать какой-нибудь стол и компьютерное кресло. Но один из минусов нашего села в том, что здесь даже близко нету такого магазина, где это можно купить. Благо, тут отлично работают доставки из интернет-магазинов, и уже через несколько дней я собирал свой новый стол и кресло к нему. Минимальные рабочие условия были созданы. Работа работает, но нужно и о здоровье не забывать. Я начал разведывать, где тут рядом есть хоть какие-нибудь турнички, чтобы хоть немного поддерживать себя в форме. И я был очень удивлен, когда, обойдя все вдоль и поперек, я ничего даже похожего на спортгородок не нашел. Зато я нашел муниципальный спортивный комплекс, который всего за 40 евро можно было посещать всей семьей. А там уже и футбольное поле, и баскетбольная площадка, и теннисные корты, и самое главное, что нужно было мне, это тренажерный зал. Конечно, сам зал и тренажеры весьма уставшие в нем, но за эти деньги отличная альтернатива турникам. А еще, доплатив 50 евро за год, можно было всей семьей посещать 2 месяца в году летом большой открытый бассейн. Я говорю было, потому что с этого года по непонятным причинам цены пересмотрели и подняли их в 3 раза. Заведение и еда. Несмотря на то, что Биескас небольшой городок, в нем есть несколько ресторанов, одному из которых даже присвоена звезда Мишлен, а также различные бары и кафешки, в которых можно перекусить или выпить чего-нибудь. А еще здесь очень вкусный кофе. Но цены здесь не самые дешевые. Вдвоем перекусить в ресторане выйдет примерно 80-100 евро. Если выпить кофе с тортильей, это такой местный пирог из картошки, то это выйдет около 7 евро на человека. В городе есть супермаркет, а еще раз в 2 недели сюда приезжают фермеры из Франции, которые привозят сыры, колбасы, мед, различные фрукты и овощи, и
еще много-много всего вкусного и интересного. Но по цене оно в 1,5-2 раза выше, чем аналогичные продукты в супермаркете. Также здесь часто проводятся всевозможные ярмарки. Развлечения. Основные развлечения тут направлены на активный отдых. Если вы любитель лыж, велосипедов или полетов на параплане, то здесь просто рай для вас. Также здесь есть интересные и дикие места, где можно покупаться в кристально чистой воде, которая стекает с горных рек. Правда, вода там не особо теплая даже в летние жаркие дни. Также в радиусе получаса-часа езды отсюда есть старинные храмы, башни, крепости и прочие исторические постройки. Так что здесь есть что посмотреть. Ну и, конечно, испанцы были бы не испанцами, если бы не устраивали постоянно какие-то фиесты. Шествия с барабанами, группы трубачей, распевающие пиво и играющие веселую музыку, пасхальные карнавалы и многое-многое другое. То они тут корову всем селом готовят на костре, то колбаски с вином раздают, а то горячий шоколад. Или на Хэллоуин парк ужаса в школе или в ближайшей роще устроят. В общем, порой здесь очень весело. А еще у местных есть такой интересный праздник, когда мужчины по очереди одевают на себя чучело быка, обвешанное горящими фейерверками, и бегают друг за другом, забегая в толпу и поливая все искрами. Судя по тому, что многие остаются с прожженными футболками, то весьма экстремальное развлечение. У меня есть еще много чего рассказать про свою айтишную жизнь в этом месте, но это уже в следующих видео. Поэтому не забываем подписаться, нажать на колокольчик. У меня на сегодня все. Всем пока!